Этот пирог получается настолько мягким и красивым, что его съедают до того, как он успевает остыть. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Для начала я беру манку и высыпаю ее в глубокую миску. Сюда же добавляю сахар. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Хорошо перемешивая сухие ингредиенты. Дальше добавляю 2 стакана кефира. Кефир у меня домашний, поэтому он такой густой. Перемешиваю тщательно, чтобы манка полностью соединилась с жидкостью. Можно это делать венчиком или ложкой, как я. Вот такая масса у нас получилась. Теперь очень важный момент. Оставляем эту смесь примерно на 15 минут, чтобы манка набухла. Прошло 15 минут. Манка хорошо набухла, масса стала более густой. Теперь добавляю растительное масло. Масло лучше брать без запаха, чтобы вкус пирога был нейтральным и не перебивал аромат какао. Следом добавляю муку и все хорошо перемешиваю. Ах да, чуть не забыла про разрыхлитель и щепотку соли. Снова все хорошенько перемешиваем, чтобы не осталось ни одного комочка. Тесто должно получиться густым, но не текучим, примерно как густая сметана. Теперь самое интересное. Делим нашу смесь на две равные части. В первую часть добавляю 2 столовые ложки какао. Это будет наш шоколадный слой. Хорошенько перемешиваем до однородности. Во вторую часть добавляем 2 столовые ложки муки. Это чтобы обе массы были одинаковой консистенции. Хорошенько перемешиваем до гладкости. Подготовим форму. У меня сегодня прямоугольная. Хорошенько смазываем ее растительным маслом. Начинаем выкладывать тесто в шахматном порядке. Ложку темного, рядом ложку белого. Также продолжаем до конца. Заполнили первый слой, повторяем то же самое и сверху. Только поверх темного ложим белый. И наоборот. Теперь берем шпажку и в хаотичном порядке делаем узор. Не стоит слишком часто проводить шпажки, достаточно легких движений. Тогда рисунок получится красивым и не сольется. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Отправляем наш шедевр в духовку, выпекаем при 180 градусов примерно 30 или 35 минут. Прежде всего ориентируйтесь по своей духовке, ведь она у всех разная. Минут через 30 можно проверить готовность деревянной палочкой. Если она выходит сухой, значит пирог готов. После готовности пирога даем ему остыть хотя бы на 10 или 15 минут. Так он станет более нежным и не будет крошиться. Нарезаем пирог и смотрим, какой он получился внутри. Посмотрите, какой красивый разрез получился.
Манник получается очень нежным, в меру сладким и совсем не сухим. А теперь давайте попробуем. Иногда так хочется чего-то простого, домашнего, без сложных ингредиентов и лишней суеты. Сегодня как раз такой рецепт. Я буду готовить двойную порцию. У нас этот манник съедается моментально, но для вас в описании оставлю ингредиенты на одну порцию, чтобы было удобно сохранить. Манник на сметане, без муки, мягкий, нежный и очень ароматный. Беру 460 граммов сметаны и добавляю в миску. Я обычно беру 20% жирности. Она дает мягкую текстуру. Далее разбиваю 4 яйца. Всыпаю 240 граммов сахара. Если вы не любите сладкое, можете уменьшить количество. Добавляю щепотку соли для стабилизации вкуса. Добавляем ванилин для аромата. По желанию можно заменить его цедрой лимона или корицей. Теперь все хорошо перемешиваем венчиком до однородности. Без миксера, все просто по-домашнему. Теперь всыпаем 300 граммов манной крупы и снова перемешиваем. Тесто получается довольно жидким, так и должно быть. Вот такой консистенции теста у нас получилось. Накрываем и оставляем на 20 минут. Манка должна набухнуть. Именно это сделает наш пирог невероятно нежным и тающим во рту. А пока подготовим форму. Форму щедро смазываем сливочным маслом. А теперь маленький секрет. Присыпаем манкой. Благодаря этому манник легко выйдет и будет с красивой корочкой. Наше тесто постояло, посмотрите, какое оно стало густым, как сметана. Теперь добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя и аккуратно перемешиваем. Наше тесто готово, выливаем в форму. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 или 40 минут. Но прежде всего ориентируйтесь по своей духовке. Я обычно сначала включаю только нижний нагрев. Так тесто хорошо поднимается и пропекается равномерно. А уже за 10-15 минут до готовности включаю верхний нагрев, чтобы появилась красивая румяная корочка. Готовность проверяем шпажкой. Если выходит сухая, значит все готово. По желанию манник можно посыпать сахарной пудрой и наслаждаться. Давайте нарежем наш манник и посмотрим, какой он внутри получился. Посмотрите, какой он внутри. Пышный, нежный, рассыпчатый, просто тает во рту. Очень простой, но по-настоящему домашний вкус. Пусть этот манник согреет ваш вечер и соберет за столом самых дорогих людей. Ведь счастье оно в мелочах, в кусочке домашнего пирога и добром любви. Приятного вам аппетита и больше теплых моментов на вашей кухне. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Сохраняйте рецепт, если понравилось, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем ассаляму алейкум.